Друзья, давайте будем честными. Внутри каждого из нас есть свой Караваджо, свой Джокер. И как показывает нам жизнь Караваджо, этого Джокера в колоде карт истории искусств, бунтарство, азарт, новаторство могут полностью переписать историю искусства. Жизнь – это игра. Есть те, кто играет, есть те, кем играют. Каждый человек – это карта, хочет он этого или нет. Каждый играет свою партию в этой общей игре. Заметили, как я подменил карту? Вот так вот и политики разводят народ, отвлекают чем-то от самого важного. И пока люди друг друга ненавидят, олигархи что делают? Воруют деньги из бюджета, покупают себе виллы где-то на берегах Италии за наши с вами налоги. Язык искусства Караваджо можно сравнить только с языком его современника Уильяма Шекспира. Драматизм, мощь смыслов, говорящая о важном тишина, глубокий трагизм, chiaroscuro, символизм света тени. Это не только краски, это еще и поэтические метафоры света и тьмы. Это все можно сравнить только с высотой Шекспира. Эти два гения были известны своими стремлением к реализму и к глубокому пониманию человеческой души. Они были великими наблюдателями человеческой природы, поэтому их творчество выделяет их среди других художников, творцов. Караваджо в своих картинах передавал реалистичные выражения лиц, эмоций, психологии. Уильям Шекспир, как и Караваджо, в своем творчестве проникал внутрь персонажей, исследовал их внутренний мир и мастерски показывал его зрителям. Что такое барокко? Сам термин барокко – это сокращенная форма от перла барокко, что означает неправильный жемчуг. Как у меня серьга на ухе. Бывает, что сам жемчуг неправильной формы также называют барочным. Иногда он даже стоит намного дороже, чем идеально круглые жемчужины. Почему так? Потому что изначально этот термин, это слово барокко использовали в критическом смысле, чтобы описать стиль, который отличается от гармонии и симметрии искусства эпохи Ренессанса. Все прямо как с жемчугом. Сначала ценили идеально круглый, а затем увидели, что в некоторых украшениях жемчуг неправильной формы намного красивее, чем идеально круглый. Вот так и в искусстве. Сначала увидели и сказали: «Мамма мия, как это отвратительно! Этот художник – дурачок». А затем присмотрелись и ощутили оргазм от его красоты, от его гениальности. Удивительно, как часто такое бывает в жизни, да? Обычно другие искусствоведы термин барокко переводят как «вычурный». Но это настолько примитивное, старое объяснение, что оно просто ни о чем не говорит. Что такое вычурный? Кто из вас, зрителей, часто использует это в своей жизни, такое слово «вычурный»? О чем это? Это вообще не объясняет ничего. Это, знаете, если с одного языка переводить на другой язык, буквально делать прямой перевод, слово в слово, какой-то там текст, например, поэзию или философию, то буквальный перевод полностью разрушает смысл оригинала, разрушает его красоту, разрушает структуру. Нужно переводить сам смысл слов, а не слова. Поэтому я бы этот термин, этот стиль барокко объяснил бы как
чрезмерно украшенный, излишне замысловатый, слишком много смыслов на 1 квадратный сантиметр, слишком красивый, красивый до необычности, до странности, но красивый. Ну, вот как с жемчугом неправильной формы. Форма неестественная, но зато красивая. И в некоторых украшениях такая форма неправильная очень и очень в тему. Или еще можно перевести как слишком насыщенный страстью или эмоциями, слишком много напряжений в драме, в религиозных или социальных моментах. Но вот это слишком, оно совсем не портит этот стиль, а наоборот. Это его особенность, это его изюминка, его индивидуальность, его обаятельность, его личный шарм. Вот это и есть барокко. Когда есть что-то чрезмерное, но это чрезмерное очень в тему. Например, кто-то может сказать, что одна серьга жемчуга в ухе – это нормально. А если больше, то это уже нет, это уже слишком, не надо. Это уже излишнее. Но итальянка, римская аристократка сказала бы, всего 1 жемчуг в ухе, но что вы такое говорите, как надо как минимум 5 жемчужин в ухо, в одно, и чтобы они еще стучали, когда я вся такая красивая буду ходить по улицам Рима. Да, знаем эту историю. И кто-то ей ответит из славянских народов, типа, это уже чрезмерно, слишком, 5 жемчужин в одно ухо, ну, что такое. Но мы смотрим на украшения древних римлянок, где по 5 огромных жемчугов, и типа, да, как бы оно чересчур, слишком излишнее, но зато оно по-своему красиво. По-своему элегантно, будем честными, да? Вот это и есть стиль барокко, понимаете, да? Это касается всего, как драгоценностей, так и эмоций, так и символизма, так и смыслов, так и всяких там узоров декоративных, то есть чего угодно. Почему появился такой стиль барокко и почему именно он такой? Вам нужно запомнить следующую фразу, и тогда вы навсегда поймете уникальность этого стиля. Внимание! Барокко – это реакция на уравновешенный и гармоничный стиль эпохи Ренессанса. Это реакция на спокойствие Ренессанса. Помните картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза»? Видите, она спокойная, ее можно созерцать, на нее можно медитировать. Она немного с такой сонной атмосферой. Ее краски не очень яркие, все очень спокойно, тишина, есть какая-то поэзия, идиллия. А вот картины барокко. Сразу видим эмоциональную насыщенность, масштабность. Мы видим какое-то движение, мы видим какое-то величие, героизм. В одну картину сразу много разного поместили. Ну, не знаешь, куда смотреть. Краски очень яркие и контрастные. Помимо этого, еще и композиция очень и очень сложная. Кто-то из вас сейчас может возразить, сказать: Влад, минуточку, ведь что-то похожее есть в творчестве Микеланджело Буонаротти. Кто-то из вас это заметил? Тот, кто заметил, тот умничка, молодец. И абсолютно прав. Но есть одно но. Да, действительно, в творчестве художника эпохи Ренессанса XVI века есть что-то, что напоминает стиль барокко, который сформировался после его смерти в XVII веке. Как так? Дело в том, что Микеланджело, скажем так, он предчувствовал эпоху барокко. Гении эпохи, они на то и гении, что видят более шире и дальше, чем другие люди, чем другие художники, политики или изобретатели.
Особенно в позднем творчестве Микеланджело есть очень многое от барокко. Если быть кратким, то работы Микеланджело в некоторой степени подготовили почву для развития барокко и оказали влияние на некоторые особенности этого стиля. Некоторые черты его творчества, такие как динамичные композиции, выражение эмоций и использование светотеней, заложили начало тех элементов, которые в будущем станут характерными для стиля барокко. Микеланджело, он был новатором, он не боялся экспериментировать, поэтому логично, что его эксперименты немного приоткрыли ему взгляд в будущее, в то, что будет после стиля Ренессанса. Allora, с этим разобрались. Andiamo вперед. Если говорить о художниках эпохи барокко в Италии, да и в целом, то самый главный это, конечно же, Караваджо. Я бы даже сказал, что он не просто самый главный художник, он ключевой художник этой эпохи. Он больше, чем художник барокко. Он и есть сам барокко. Он своей личностью воплощает барокко. Более того, Караваджо не просто главный художник XVII века. Он повлиял на всех художников XVII и XVIII века, потому что он изменил понимание самого искусства. Он изменил практически все приемы в живописи, изменил сам подход к ней. Поэтому с него начинается новое искусство, так называемое новое время в живописи. Он не дожил до 40 лет, но за это время он успел сделать революцию в изобразительном искусстве. Все художники, которые были после него, Веласкес, Рембрандт, Рубенс и так далее, многие другие, они копировали его, когда учились писать картины. Да, пожалуй, все художники XVIII века на своих первых шагах в искусстве копировали именно картины Караваджо, копировали его технические приемы и его язык символов. Когда Караваджо приехал в вечный город Рим, то очень быстро стал знаменитой личностью. Он очень быстро стал известным и одним из самых модных мастеров живописи. Возможно, одна из причин – это постоянные скандалы. Каждая его картина вызывала скандал, каждая его фраза вызывала бурю эмоций. Само появление его личности в каком-то баре, борделе или просто в общественном месте приводило к возникновению конфликтов и потасовок. Стоило кому-то сказать «Чао, Караваджо», и все вокруг уже понимали, что приятный вечер закончится дракой, ну или как минимум провокацией. Даже у нас, искусствоведов современных, он вызывает проблемы. Его биография тоже вызывает скандалы. Дело в том, что в его биографии очень много белых пятен. Его невозможно поймать. Он просто неуловимый, как змея. Есть целые года в его жизни, о которых мы совершенно ничего не знаем. Не знаем, где он и что он делал. Есть кое-какие подозрения, что он был даже наемным солдатом. Во многих военных кампаниях он как бы участвовал. Есть подозрения. Отсюда его высокое мастерство владеть оружием. Так сказать, он еще и был и солдатом удачи. Я сейчас не буду говорить об этом, потому что это другая тема.
И более того, я снял отдельное видео, репортаж, расследование про эти его неизвестные года жизни. В видео я перевел статьи и книги современных популярных итальянских искусствоведов, которые расследуют эти проблемные даты жизни и которые утверждают, что он был наемником. И более того, у которого еще был ПТСР, то есть посттравматическое стрессовое расстройство, которое очень часто бывает у военных, которые побывали в очень горячих точках. Ссылку на это видео я ставлю в описании. Обязательно посмотрите, это эксклюзивная информация. Караваджо имел одну странность. Он дружил с высшим обществом, с кардиналами, аристократами и бизнесменами. И одновременно с этим он дружил с самым низшим обществом, самыми низшими слоями, с настоящими отбросами общества, с алкоголиками, с мелкими ворами, со всякой шпаной. Такой двусторонний человек он был, как шут, как Джокер. Помимо этого, им полностью владели страсти. Он не из тех, кто может себя контролировать и уравновешивать. Да? Роль шпиона или тайного агента ему бы точно не удалась. Но нужно отдать должное. Он был очень смелым мужчиной, как настоящий лев. Любой офицер был бы счастлив, если бы в его отряде был такой солдат, как Караваджо. Вот знаете, бывают ситуации на войне, когда нужно несколько добровольцев, чтобы ночью тайно проникнуть в хорошо охраняемую крепость врага и освободить пленных или тайно открыть ворота, чтобы армия вошла внутрь. И такая миссия – это по факту самоубийство. За такое сразу давали медаль героя. Да? Вот Караваджо один из тех, кто мог бы рискнуть самим собой ради такой миссии. Он был действительно храбрым. Еще говорят, что удача любит смелых. И Караваджо действительно достаточно часто помогала удача. Представьте себе, он не боялся вступать в конфликты со своими заказчиками. Его свободолюбие часто вызывало шок у консервативных людей. За плохое поведение его постоянно арестовывали, постоянно кидали в темницу. Он был крайне агрессивным и часто спорил с другими художниками. Он нарушал все профессиональные нормы и этикет. Кратко говоря, он был анархистом, бунтарем во всех смыслах этого слова, буквально во всем. И это все создавало мрачную тень вокруг его личности и его биографии. Плохо это или хорошо, это интересный вопрос. И это сложный вопрос. Для дураков, для совкового мышления, для тех, кто считает, что нельзя выходить за общественные рамки, что нельзя выделяться среди других людей, для тех, кто склонен к тоталитарному стадному мышлению, это все, конечно же, плохо. Но дело в том, что все эти темные стороны Караваджо, его личности, они оставили след в его творчестве. Каждое творчество, каждое искусство, каждый проект, он имеет отпечаток личности его создателя. Если художник, обычный человек, обычная серая личность, которая не выделяется из стада, то его работы будут точно такими же. А если человек необычный, имеет свое мнение, индивидуальность, то очень часто, как мы видим, да, его работы, они тоже имеют какую-то уникальность, что-то, что выделяет его среди других. В искусстве все это очень взаимосвязано. В своих картинах Караваджо использовал противоречивые и провокационные сюжеты. Они были непредсказуемые.
Иногда о некоторых вещах он говорил скрытно в своих картинах, завуалированно, а иногда он говорил это прямо в лоб. Его картины наполнены реализмом и эмоциональностью, потому что у него был точно такой же характер. Он был непредсказуемой личностью. Давайте теперь посмотрим, как все, что я только что сказал о его личности, отражалось в его творчестве. И вы сразу поймете, насколько это масштабная личность. Один из любимых сюжетов Караваджо – это, разумеется, Вакх, Бахус, Дионис. Ну и в целом этот сюжет многие художники 17 века очень любили. Кстати, в тему будет вспомнить интересное наблюдение. Микеланджело Буонаротти, который жил в 16 веке, тоже любил этот сюжет. Как мы уже знаем, в отличие от других художников эпохи Ренессанса, поздние работы Микеланджело, они имеют стиль, который очень напоминает барокко. Можно сказать, что этот гений, его гений, предчувствовал, что в 17 веке будет такой стиль, и поэтому начал бессознательно развивать его. Я это вспомнил, потому что часто говорят, что история искусству – это реакция одного стиля на другой. Типа новый стиль искусства начинает бунтовать против общепринятой классики, против традиции, да, и типа таким образом сменяет его. И так постоянно всю историю искусств, да, по кругу идет. Но это как бы так, но это не совсем так, как говорят итальянцы, кози-кози. Потому что, как правило, если внимательно поискать, хорошо подумать, то в каждом предыдущем стиле уже присутствуют семена, корни, маленькие ростки нового следующего искусства, следующего стиля. Вот то же самое, например, с импрессионизмом. Почти все люди думают, что Клод Моне и его друзья, они основатели такого стиля, как импрессионизма. Но арт-эксперты знают, что они брали идеи импрессионизма у Уильяма Тернера, романтика викторианской эпохи, копировали его поздние работы. Совсем противоположные стили, казалось бы, да, и эпохи. У меня, кстати, на канале есть более детальное видео на эту тему, где я показываю, какие картины они копировали. У меня есть целый маленький цикл по истории импрессионизма. Оставлю ссылку в описании под видео. Так вот, мы находим у лучших художников предыдущего стиля логическую эволюцию к новому стилю. Барокко также в каком-то смысле это логическое продолжение Ренессанса. Allora, итак, возвращаемся к Вакху. Караваджо очень часто изображал Вакха. Рассмотрим самые популярные варианты картины. Это больной Вакх. Караваджо. Кто такой Вакх? В древнегреческой мифологии он бог виноделия и праздника. Отсюда и слово «вакханалия» со всеми вытекающими. Этот бог вечно молодой, вечно юный, и он не стареет никогда. Он всегда такой как бы веселый, расслабленный от вина. Вот это состояние, да, когда мы уже выпили бутылочку вина и такие вот плавные во всем. Еще не пьяные, но уже расслабленные. Это состояние называют состояние вакха. И художники-символисты, которые имеют образование, они всегда старались изобразить вот это состояние вакха. А это очень трудно передать на картине. Но Караваджо создает очень странную картину, очень странного вакха. Смотрите, у него он какой-то немножечко больной. Видите, у него мешки под глазами, белые сухие губы, как у мертвеца или у человека, который долго бродил по египетской пустыне. Посмотрите на его спину и плечи. Он сутулится, как бы сжимается. Его глаза передают какую-то растерянность. Таким вакх он не должен быть. Он даже не может быть такой. Это противоречит
традиции и мифологии. Это противоречит его сущности. Но тем не менее, это символизм, который наполнен вполне легко читаемым смыслом. Уверен, вы уже понимаете его, да? Поэтому идем дальше, к следующему популярному вакху Караваджо. Это тот самый, который грациозно держит бокал красного вина. Как вы думаете, какое вино у него в бокале? Сладкое или сухое? Почему-то никто не задается этим вопросом, а это ведь очень важно для символизма. Эта картина уникальна тем, что она написана в стиле диалога, потому что мы видим, что персонаж Вакх, он обращается к зрителю. Его жест, взгляд, поза, все в нем что-то говорит, что он что-то спрашивает у зрителя. Вы смотрите на картину, и у вас возникает чувство, будто сейчас начнется диалог. Кроме этого, эта картина обманка. Она как мираж оазиса в пустыне. Она кажется одним, но является совершенно другим. Караваджо сделал эту обманку просто мастерски. Браво! Смотрите, какой момент. Мы когда смотрим на эту картину, то мы видим очень положительного персонажа. Прекрасный светлый юноша с добрым взглядом. Очень симпатичный, с красивым телом, с кудряшками и румянцем. На его голове красивый венок из винограда. Виноград символизирует вечную молодость, вечную жизнь. Этот мальчик нежно, даже немного томно приглашает нас выпить с ним вина, попробовать фрукты. Видите, они в корзинке перед нами. То есть при первом взгляде все очень и очень хорошо, ничего подозрительного нет. Но здесь все как в сказках братьев Гримм, когда старые, гнилые, злые, ужасные ведьмы с помощью темной магии прикидываются молодыми красавицами, когда они заколдовывают отравленное гнилое червивое яблоко в красивое и спелое и угощают им, например, Белоснежку. Да? Если мы будем внимательно смотреть на эту картину как Шерлок Холмс с трезвым умом, не поддаваясь чувствам, то мы начнем замечать здесь очень странные, подозрительные вещи, которые здесь, вот в этой атмосфере, в этой сцене, как-то, совершенно неуместные. Например, тога, в которую одет этот рагаццо, мальчик. На самом деле это совсем не тога. Если присмотреться, то мы видим, что это просто какая-то большая простыня. И она на другом конце как-то совершенно неаккуратно брошена. Она какая-то грязноватая. И она, мы замечаем, прикрывает или какую-то подушку, или какой-то мешок с непонятно с чем. Что бы она ни прикрывала, оно какое-то темное, видите? Темное от грязи. Видно, что его давно не стирали. Это как будто какой-то дорожный мешок, который постоянно пачкается. Кстати, здесь вспоминается другой мешок на картине Караваджо «Отдых на пути в Египет». В той картине Караваджо тоже использовал похожий дорожный мешок. И там он тоже символ тяжелой, греховной человеческой жизни. На моем канале есть подробный анализ символизма и скрытых смыслов в этой его замечательной картине. Он в ней очень тонко потроллил церковь, намекая на то, что некоторые священники слишком любят кудрявых мальчиков. Оставлю ссылку на анализ этой картины в описании. Allora, andiamo avanti. Идем дальше. Смотрим на руку, которая держит бокал с вином. Обратите внимание на его ногти. Под ними черная грязь. Очень неэстетично. Как-то уже, смотря на эту руку, уже перехотелось пить вино с его руки, да? И обратите внимание на фрукты на столе. Караваджо их немного затемнил, чтобы не бросалось в глаза, что они испорченные. Присмотритесь. Каждый фрукт где-то с краю гниет или имеет дырочку от червяка. Даже некоторые листья вокруг них или сухие, или завялые.
вот эти все маленькие незаметные детали, они не только переворачивают весь символизм картины, но и ранее их не использовали в живописи. Это было новаторство, потому что эти детали, они неприятные, а местами даже отвратительные, некрасивые. Аристократам и священникам неприятно было замечать такие детали на картинах. А по традиции, то, что отвратительно, оно не может присутствовать в высоком искусстве. Но Караваджо это все нагло и хитро и мастерски использовал. Это все вызывало бурные чувства у зрителя. Ведь вы понимаете, да, что сначала люди издалека смотрят на его картины, и они видят красоту. Они видят одухотворенность, эстетичность, они видят глубокий символизм и технику исполнения на высоком уровне. Заказчик, клиент смотрит на картину, и первый его взгляд какой? Он ощущает восхищение, он ощущает эстетический восторг. Он посмотрел и сказал: да, супер, вот, держи свои деньги. А потом, спустя пару дней, когда уже присмотрелся к картине вблизи, да, с разных ракурсов, повесил ее на самое видное место и близко все рассматривает, то начинает замечать, что вот такие вот мелкие детали, которые на первый взгляд совершенно не бросаются в глаза, но они как ноты полностью меняют звучание картины. Зритель начинает анализировать этот символизм и начинает видеть, что смысл совершенно другой. Но не тот, который казался в начале при первом взгляде. Клиент начинает злиться, эмоции бьют просто через край. Обидно же, все-таки деньги заплатил. И он был вначале доволен, да, и вот получается вот эта игра чувств, игра ощущений, когда за одно мгновение мы переходим от восторга, от эстетического восторга до отвращения или до брезгливости, да. И, кстати, к слову будет сказать, вот эта игра, она была очень любимой у художников эпохи барокко. Им весьма понравилась вот эта игра, вот эта идея Караваджо, и они начинают ее повторять. Но Караваджо был в этом, конечно же, мастер. Он и по стилю своей жизни был таким. Он так и в реальности с людьми общался, да, провоцировал, троллил. Он сам по себе был таким. Это было частью его личности. Поэтому ему удавалось намного лучше и намного гармоничнее соединять в картине разные противоположные вещи. Прекрасное и отвратительное, духовное и греховное, грязь, да, и чистоту. Еще одна особенность картины Караваджо, чисто по своему размеру, они были, особенно в начале, не очень большие. Хотя искусство барокко это картины огромного масштаба, это большой размер. Но Караваджо и здесь идет против стандартов. Он предпочитал, когда мог, да, потому что иногда клиенты настаивали, типа, я хочу большую, да, надо большую церковь, чтобы прям огромная на всю стену была. Но он всегда хотел, при возможности, писать маленькие картины. Возможно, это из-за стиля его жизни. Вы понимаете, чем меньше картина по размеру, тем быстрее художник ее закончит. А жизнь Караваджо, это, жизнь его наполнена авантюрами, всякими приключениями, постоянные поездки туда-сюда. Поэтому тратить много времени на одну картину, как тот же Микеланджело, да, мог одну картину там 20 лет расписывать. Он не мог себе в этом позволить. Для его образа жизни это было как-то трудновато. Но есть еще вторая причина. Я думаю, он тоже специально старался делать картины маленькие, потому что чем маленькая картина, тем труднее заметить вот эти маленькие детали, которые полностью переворачивают весь смысл в сюжете. Когда прекрасное вдруг резко преображается в что-то неприятное, в что-то, что вызывает у нас чувство отвращения, непринятия или брезгливости. Кроме всего сказанного, Караваджо сделал еще одну революцию в искусстве. Это называется живописный прием. Он поменял саму оптику взгляда.
Он полностью поменял освещение внутри картины, внутри самого пространства картины. Как вы знаете, в эпоху Ренессанса картины делали светлыми. Пространство внутри картины Ренессанса имеет мягкий дневной рассеянный свет. Вот кто из вас занимается фотографией, либо видеооператор, тот понимает, о чем речь. Все пространство картин эпохи Ренессанса, как правило, наполнено мягким рассеянным светом. У Караваджо это наоборот. Это резкий перепад, контраст света и тени. Это был совершенно новый прием, который очень многим понравился и который начали подражать другие художники, потому что этот прием открывает новые возможности для игры с символизмом в картине. Вот эта светотень Караваджо, он использовалась не только для драмы и для придания глубины, да, но также и для языка символов. Помимо этого, он еще, скажем так, создал новый жанр, ввел моду на него. Именно в творчестве Караваджо натюрморт впервые обретает самостоятельное существование, как абсолютно независимый художественный жанр. Помните, да, вот мы только что смотрели Вакха пьяненького, и корзинка фруктов с гнилыми, с сухими, с червивыми плодами, да. И вот одна эта корзинка, даже он мог бы идеально изображать вакха, но вот одна корзинка, вот такая вот с этими символами, она полностью переворачивает смысл. То есть понимаете, о чем речь, да? Художники увидели, что натюрморт может быть независимым жанром, который даже не обязательно включать в рамки какой-то одной картины. Натюрморт стал самостоятельным жанром, и он стал очень популярен, особенно позднее, уже прямо в период барокко. И он включал в себя изображения неживых объектов, таких как фрукты, цветы, посуду и другие предметы, раскрывая их красоту, красоту их форм и красоту их текстур. И сейчас мы будем еще видеть и символизм. Караваджо показал другим художникам, что натюрморт способен через свою простоту передать сложные и глубокие идеи, как религиозные, так и социальные. Допустим, вялая роза, да, это может быть символом нездоровой любви. Такой символизм использовал Караваджо. Por ejemplo, натюрморт его. Сюжет, который должен выражать праздник и веселье. Но мы видим тление, гниль, сухие листочки. Это символ смерти, старения, быстротечности жизни. Жизнь как мгновение. Спелый плод за пару дней превращается в некрасивый и умирающий. Его никто не успел попробовать, никто не успел скушать. Как наша с вами жизнь, да? Мы живем, думаем, что еще много времени есть в запасе, а затем раз и видим, что пожить-то толком не успели. Во всем себе отказывали почему-то. А жизнь быстро прошла мимо. А если еще какой-то несчастный случай оборвал там жизнь либо здоровье, да? Так быстро все проходит, что мы просто пожить нормально не успеваем. То есть натюрморты и Караваджо это не просто о красоте или не о красоте. Они всегда о размышлении, о быстротечности времени, о том, как наша с вами жизнь коротка. Или еще могут говорить о скрытом пороке или грехе. О том, что даже в самом прекрасном, в самом красивом может быть что-то не идеальное. И это тоже нормально. Это тоже бывает не так уж плохо. Знаете, бывает немного гниловатое или немного червивое яблоко. Оно бывает вкуснее, чем спелое кислое яблоко. Такое тоже бывает, да, и очень часто. Иногда изъяны, вот эта природная естественность, она более красивее, чем что-то идеальное. Вот, например, вы какую куклу предпочтете? Вы предпочтете фарфоровую куклу, да, 19 века, викторианской эпохи? Или вы предпочтете куклу Барби? Вот в это обожали играть многие художники
Но именно Караваджо показал, что в эту игру можно интересно играть даже в обычном натюрморте. Караваджо очень часто рисовал на тему вакха, и это со временем превратилось в целый цикл картин. Это его любимая тема, в которой он мог изображать то, что любил сам в своей жизни. Караваджо очень любил жить. Он любил чувствовать саму жизнь, он любил наслаждаться каждым ее мгновением. Хотя это может показаться нелогичным, что как так, ведь он был таким драчуном, очень агрессивным, там дрался, провоцировал людей, мог сорваться легко и просто взять побить человека. Но это все совершенно не мешало ему любить жизнь и любить ее прелести. Со временем любимая тема Караваджо вакха развилась, расширилась до юноши. Тема юноши с фруктами или с музыкальными инструментами. Причем обращу ваше внимание, по чертам лица этого мальчика мы видим, что художник брал в модели одного и того же мальчика. Вы сейчас увидите, просто держите это во внимании. Этот мальчик часто с таким томным взглядом, приоткрытым плечом. Это имеет эротические нотки. Мы все искусствоведы толком даже не знаем, кто этот симпатичный мальчик, который так понравился художнику. Это тема для расследования в отдельном видео, для моей рубрики «Тайны истории», где я пытаюсь что-то раскопать на закрытые загадочные темы в истории искусства. Ссылку на эту рубрику, на видеоальбом оставлю в описании под видео. У Караваджо есть еще две любимые темы для картин. Это гадалка и игроки в карты. Просто классический набор такого авантюрного человека, как наш герой, который жил в опасной и азартной среде. Если говорить за его жизнь в Риме, то мы точно знаем, что он жил среди артистов, музыкантов и интеллектуалов, которые часто проводили время в различных развлечениях, включая, конечно же, и азартные игры. Он рисовал эти темы по-разному. Какие-то картины сохранились, какие-то нет. Такой жанр в 17 веке был очень популярен, особенно в Голландии. Даже от этих картин немножечко так веет голландской атмосферой, чем-то таким голландским. Это одна из его картин на тему «Гадалка». Обратите внимание на мужчину. По его чертам лица мы сразу узнаем, что это тот самый любимый мальчик Караваджо. Эти две фигуры довольно похожие. Обратите внимание, они очень симметричные. Знаете, такое ощущение, такое впечатление, как будто юноша смотрит не на настоящую гадалку, не на настоящего человека, а просто как будто смотрит в зеркало. Видите, у них будто отзеркаленные движения. Даже их лица как зеркальное отражение. И рост одинаковый. Хотя мы знаем, что женщина, она часто ниже, чем мужчина. А она, видите, наоборот, она прямо на его уровне, его роста. Это очень странно. Как вы думаете, эта картина имеет какой-то символизм, какой-то скрытый символизм, да, вот именно в этом отзеркаливании, как зеркало? Может, нужно читать картину не буквально, а символически? Может, здесь сюжет в том, что мужчина сам у себя спрашивает путь, гадает его? Потому что гадалка, видите, она не смотрит на его линии руки. Хотя гадалка должна смотреть на линию на ладони, потому что они говорят о жизни, о пути жизни, о прошлом и будущем. Но она смотрит прямо ему в глаза, хотя должна смотреть на ладони. Но есть и третий вариант чтения этой картины. Она может смотреть ему в глаза, чтобы понять, что ему говорить. Мы же с вами знаем, да, мы с вами взрослые люди, что на руке она совершенно ничего не прочитает о его будущем или о его прошлом, не о его личности. А вот по глазам, по лицу она может многое понять. Мошенники в этом очень хорошо разбираются. Они смотрят в глаза и по глазам понимают, что нужно сказать конкретно этому человеку. Опытные мошенники по глазам понимают, можно развести человека или нет. Знаете, кто хочет быть обманутым, тот будет обманут. Как говорил известный вам классик, я сам обманываться рад, только обмани меня красиво.
Почему я так подробно говорить про любимую тему Караваджо в картинах? Гадание и азартная игра. Потому что в этой теме наш герой тоже весьма отличился. До него эта тема, она не была раскрыта. Но он через вот эти сюжеты привносил, популяризировал новый визуальный символизм, новый смысл, что вся наша жизнь – это обман. Как говорил Уильям Шекспир, вся наша жизнь – это игра. Во всем игра. В работе, в отношениях, в обществе, в бизнесе, в любви, в флирте, да, в соблазнении. Все есть игра, все идет через игру. Даже дети, как они познают наш мир? У кого из вас есть дети? Вы знаете, да? Ну, вы знаете уже по опыту. Дети лучше всего как развиваются? Они лучше всего развиваются через игру. Как взрослые лучше всего обучаются новому? Через игру. Как быстрее и эффективнее выучить иностранный язык? Тоже через игровые методы обучения. Это факт. Я тоже преподаю иностранный язык, итальянский в данный момент. Есть YouTube у меня, если что. Подписывайтесь, оставлю ссылку в описании. Так устроен наш мозг, да. Так лучше усваивается информация и работает память. Кто-то из вас участвовал в каких-то психологических тренингах или семинарах? Как там происходит лечение травмы у человека? Тоже через игру, да, вот ролевые расстановки, например. Есть игры плохие, это эскапизм, которые уводят нас с вами от реальности. А есть игры хорошие, которые, наоборот, подготавливают нас к реальности. И Караваджо это все понимал. Allora, давайте зайдем в картину с игроками в карты. Ну, тут сразу все ясно. Два человека играют, а третий между ними заглядывает в карте жертвы и подсказывает своему компаньону, какие видит карты. Это все из темы «Жизнь, игра» и кругом обман. После Караваджо другие художники 17 век стали включать в свои картины сцены с гадалками и со всякими скрытыми микросценами, которые дополняют или переворачивают весь сюжет. Хочу еще обратить ваше внимание на важную его картину и библейский сюжет. Хочу еще обратить ваше внимание на очень важную картину. Она вам сейчас прям 100% даст объяснение, почему Караваджо такой уникальный и почему он гений. Эта картина, библейский сюжет, обращение Савла в апостола Павла по дороге в Дамаск. Это история о духовном преображении человека, когда грешник преображается в святого. Эта тема крайне интересовала и волновала Караваджо. Ну, я думаю, кто знаком с его биографией, понимаете почему. Она была очень близка ему, потому что он тоже сам себя искал. Все события, все истории в Библии он пропускает через свою личность. Караваджо, несмотря на свою неприятную для многих личность, он все понимал в этой жизни, он все чувствовал. Гений Караваджо – это не только техника, вот это chiaroscuro, да, светотень. Гений Караваджо – это и символизм в его картинах, это и смысл, который он закладывает, и то, как он это закладывает. Дурачок, который в этой жизни ничего не понимает, который не разбирается в тонких материях человеческой души, который не имеет образования, всего этого сделать не смог бы. Не смог бы сделать всего этого настолько мастерски, просто во всех отношениях. Вы же понимаете. Дурачков, художников, всяких там хулиганов, алкоголиков, которые за вино продавали свои картины, но их просто миллионы и миллионы. Но мы их почему-то не знаем, потому что их творчество ни о чем. Потому что их личности тоже ни о чем. А такие, как Караваджо, такие, как
Модильяни. Это художники высокого калибра, личности, которые в оригинале читали греческую философию, которые хорошо, просто блестяще знали историю, которые знали латинский язык, которые читали в оригинале религиозные и философские тексты на языке оригинала. Это были очень образованные люди. Поэтому говорить о них в таком пренебрежительном тоне, как некоторые искусствоведы, могут только плебеи и холопы, которые сами из себя в этой жизни ничего не представляют, кроме бессмысленных комментариев в YouTube. Чем отличается эта картина от работ других художников? Напомню, что Савл был римским воином, который преследовал первых христиан. И вдруг на него упал божественный свет, яркий свет с неба, настолько сильный, настолько яркий, что он ослеп от него и упал с лошади на землю. Вы же понимаете, что Савл, он был обученным воином, профессионалом, а всадников очень трудно сбить с седла. Но свет был настолько тяжелый, что аж сбил его с лошади. И в этот самый момент с ним происходит преображение. Видите, он закрыл глаза. Это момент ослепления. Другие художники изображали эту сцену буквально. Например, тот же Микеланджело. Мы видим стандартный луч света. Вот именно так все художники его изображали. Скучно, буквально и, я бы даже сказал, грубо. К слову сказать, эту фреску мы видим в капелле Паулина в Апостольском дворце Ватикана. Это закрытая капелла, она доступна только священникам и кардиналам. Это одна из двух последних работ Микеланджело, и он ее придумал на старости лет. Но давайте будем откровенными. По ней мы видим, что гений Микеланджело полностью себя исчерпал. И добавлю, что в отличие от других фресок, он эту фреску делал самостоятельно. Потому что другие свои фрески, типа «Страшный суд» в той же Сикстинской капелле или «Потолок», он делал не сам. Это миф на самом деле, что он все работы делал сам. Если вы слышите, что искусствовед говорит вам, что Микеланджело делал все работы сам, то как бы это несерьезно, очень несерьезно. Потому что по расследованиям, по факту, по практике людей, которые занимаются фресковой живописью, они все сходятся к тому, что ему как минимум помогали десяток учеников. И более того, задокументированный факт, что символизм для сцен на потолке Сикстинской капеллы ему писали кардиналы, не он сам их придумал. У меня есть видео про это, оставлю ссылку в описании. Обязательно посмотрите, если вы хотите знать правду, а не мифы. Инсомма, в общем, вы поняли принцип. Художники ранее рисовали этот луч света очень скучным и примитивным, но Караваджо подошел к этому сюжету очень элегантно и философски. Он в своей картине показывает, что преображение человека происходит не с насильственного действия чего-то внешнего, а прежде всего с внутреннего. Видите, что момент духовного преображения Савла, он идет как бы изнутри. Видите, Савл как будто он погружен внутрь себя. Его руки вытянуты так, как они вытягиваются у людей в трансе или в религиозном экстазе. Он свободно лежит на земле в открытой позе. Он как будто хочет обнять небо, обнять свет. Караваджо показывает нам, что у него происходит внутреннее духовное преображение. Выражение его лица говорит о его внутреннем переживании от внезапного духовного откровения. И это видно в его закрытых глазах. Да это видно даже в выражении всего его существа. Обратите внимание на огромный блик света на его лице. Когда смотришь на эту картину вживую, то этот свет, этот блик,
он выглядит намного ярче и намного читаемо, чем вот просто мы смотрим на экране. Караваджо уделил особое внимание и старание вот именно этому световому блику на лице Савла. Это дополнительный ключ для чтения картины. Это дополнительный символ внутреннего освещения души и ее преображения. Оцените еще и общую композицию картину. Что мы слышим в этой картине? Какую музыку, какую мелодию мы можем в ней почувствовать? Ничего. Это безмолвие. Это тихое внутреннее переживание. Важным моментом картины является отсутствие явного диалога или каких-то внешних звуков. Вместо этого художник сосредотачивается на внутренних переживаниях Савла, на его внутреннем обращении к духовному, к божественному. Другие художники изображают эту сцену очень и очень шумно, очень громкую, много всякой суеты. Вы можете загуглить, и вы сами удивитесь. Тот же, например, гений Микеланджело Буонаротти, видите, у него вообще никакого намека на духовность в этой работе, в этой фреске вообще нету. Это просто толпа паникующих людей, которые боятся вот этого духовного света. Посмотрите на их перепуганные лица перед Богом и ангелами. Это же просто, ну будем честными, это же отвратительно. Один вот, смотрите, вообще уши закрыл, чтобы не слышать ничего божественного. А эти люди вообще убегают от духовного преображения. А этот человек даже подозрительный какой-то, он очень странно выглядит. Вот этот, который стоит возле Савла, он от божественного луча света как будто превращается в какого-то демона, да? Это даже не какой-то, ну, очень черты лица, они не похожи на человека. В общем, эта последняя фреска Микеланджело, она очень-очень странная. И техника странная, и символизм очень странный, как для такой капелли, да, закрытой специально для кардиналов. У меня иногда, я смотрю на нее, и у меня складывается такое впечатление, что это вообще не Микеланджело ее писал, да. Ну, либо он писал, но он писал ее под вино, да, уже так чисто на отвали, да, как говорится. Потому что она очень удивляет, очень. Но в целом, вот именно в таком стиле, в таком шумном, до Караваджо писали все художники вот эту сцену. И совсем другое мы видим у Караваджо. Она тихая, на нее можно медитировать. Она как тихая мелодия. Вокруг главного героя практически пустота, как пустыня. Ничего нет. Это создает ощущение изоляции и подчеркивает момент внутреннего обращения. И еще мы видим, что здесь полностью отсутствует декор и фоновые детали. И это все фокусирует наше внимание зрителя на самом главном в этой картине. А самое главное в ней – это духовное преображение человека, обретение внутреннего зрения. В этой картине на самом деле заложена идея святого Августина о внутреннем человеке. Но кто из искусствоведов вам такое скажет, что такой хулиган, как Караваджо, читал труды святого Августина? Никто, потому что люди, они мыслят стереотипами. Посмотрите на колени Савла, они согнуты. Это символ личного смирения, личного желания, преображения. Это личная готовность отказаться от своей прежней гордыни, признать свои грехи и войти в новую жизнь. Другие художники изображают этот луч света, этот духовный луч света в этой сцене, как что-то насильственное, как что-то внешнее, что заставляет человека поверить в Бога. Но, внимание, что такое вера в русском языке, да и вообще у славянских языках вера, она однокоренна с доверием.
Она основана на том, что человеку раз за раз нужно показывать чудеса. И человек либо верит в них, либо нет. Принимает их, либо не принимает. По факту это игра в верю-не верю. Да? Вот атеисты часто говорят: покажи мне чудеса, и тогда я поверю, что Бог есть, доверюсь Ему. Да? А на языке древнего иврита, арамейского или арабского языка все совершенно иначе, все намного интеллектуальнее. Вера – это иман или амен, это воля человека, это интеллектуальная воля. Настоящая вера – это не когда мне сказали или показали, и после этого я поверил в Бога. Вера – это когда я своей волей, волевым образом утверждаю, что Бог есть, и живу несмотря ни на что, несмотря ни на что, и исходя из того, что Бог действительно есть. И неважно, есть чудеса или нет чудесов, это совершенно не важно, потому что это интеллектуальное решение. У славян из-за языковой ловушки этого понимания нету, этого чувства нету, потому что у вас оно однокоренное с термином доверия. Поэтому у вас все проповедники постоянно повторяют одно и то же, да, типа доверься Богу, доверься, 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 да, везде постоянно. У нас языковая логика совершенно другая. У нас это воля. Мы говорим своей волей, мы исходим из своей воли, что Бог есть, что бы в мире ни случилось. И вот Караваджо – это тема духовного преображения человека, обретения человеком веры в Бога, она очень и очень сильно интересовала. Он сам по себе был личностью не только свободомыслящей, но и он был очень волевым человеком. У него был богатый жизненный опыт. Он был в разных ситуациях. Он участвовал в военных кампаниях. Он не раз видел момент смерти и страдания человека разного социального класса. В отличие от других художников, у которых этого опыта не было, никогда не было, это невозможно, да. Плюс, помимо этого, Караваджо был азартным игроком. Чтобы обыграть в карты шулеров, нужно хорошо разбираться в человеческой психологии. Поэтому Караваджо умело передает в своих персонажах реализм и драматичность. Контрастный свет и тень в картинах – это не просто технический прием. Свет и тень для Караваджо – это один из ключевых символов для сюжета, для сценария. На этой картине свет прорывается сквозь темноту, может трактоваться как символ божественного просвещения, истины личного размышления человека, как символ духовной освященности, которая открывается человеку. Здесь все очень плавно. Здесь нет грубого, резкого потока света с неба, который сбивает человека с ног, да, как у других художников. Здесь все плавно и медленно. Эту картину нужно созерцать, а сама темнота, тьма, представляет в этой картине прежний мир человека, его прошлое, его жизнь в неверии и греха, потому что Савл был солдатом, который мучил христиан. Обратите внимание на лошадь. Она занимает огромное пространство в картине, почти всю картину. И это не просто так. Эта лошадь находится именно там, где логически должен быть расположен луч света с неба. Не просто так мы видим белое пятно на лошади. Это тоже символизм. И лошадь, видите, как она аккуратно поднимает свою лапу, чтобы случайно не ударить Савла. Это образ этого луча духовного, да? Образ настоящей веры, настоящего христианства.
когда человека не заставляют уверовать в Бога или соблюдать какие-то там церковные догмы. Нет, совсем нет. Караваджо показывает момент обретения христианской веры как что-то нежное и мягкое. И несмотря на то, что Савл был грешником, он был воином, да, который преследовал христиан, который мучил их. Вот просто посмотрите и подумайте, почему такой грешный человек, как Караваджо, подает обращение в веру, в настоящую веру, переворот в сознании, момент духовной трансформации. Именно вот так. Мы видим, что у него человек получает духовное зрение, духовное озарение от Бога очень ласково и драматично. Это как мистический опыт. И совсем противоположное мы видим у других художников, у других гениев. Мы видим что-то грубое и насильственное, типа хочешь не хочешь, а верить в Бога заставим. Но у Караваджо это совершенно другая логика, совершенно другая теология, да, другое богословие, другое понимание христианства. И я бы сказал, что у него правильное понимание, адекватное понимание христианства и веры. Или у вас другое мнение на этот счет? Напишите в комментариях, это очень будет интересно. Следующая картина, она очень нестандартная, которая тоже помогает открыть новые грани личности художника. Это нарцисс. Напомню вам, что нарцисс – это герой греческой мифологии. Это прекрасный юноша. Он был так красив, что многие женщины и даже мужчины, они влюблялись в него сразу. Однажды нарцисс увидел свое отражение в воде и влюбился в него. Бывает, да? И он просто не мог отвести взгляда от своего собственного образа. Он любовался собой. У Караваджо он очень необычный. Ну, как всегда, да. Караваджо, опять же, перевернул символизм. Если вы присмотритесь, то увидите, что нарцисс сверху и нарцисс внизу, то есть в воде, они очень разные, они противоположные. Нарцисс сверху, который смотрит в воду, он молодой, он красивый, а его отражение в воде, оно старое. Это отражение человека, который уже прожил жизнь. У Караваджо нарцисс, он не просто самовлюбленный, да, как все трактуют. У Караваджо он познает жизнь через себя, через свою индивидуальность. Это человек, который вглядывается в себя, человек, который занимается саморефлексией. Для него нарцисс – это человек, который не боится взглянуть в бездну, посмотреть на себя таким, каким он есть, в глубину своей сущности, признать свою темную сторону, посмотреть в глаза своим демонам внутри, без лицемерия, не обманывая самого себя. Очень мало кто среди людей на это способен, единицы. Здесь вам, наверное, тоже вспоминается философ Ницше, его слова. Если долго вглядываться в бездну, то бездна начнет вглядываться в тебя. И мы видим, что вот это темное отражение, даже местами демоническое, она вглядывается в ответ. И она тоже любуется светлой частью себя. Как писал Гёте в Фаусте, «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». По факту это автопортрет художника. Караваджо показывает и объясняет этим автопортретом самого себя всем нам. Караваджо поэтому такой и противоречивый, и скандальный. Потому что он, в отличие от других, он не боится посмотреть правде в глаза. Жизненный принцип Караваджо – это быть честным и точным. Человек, лидер, просто мужчина, он не обязан быть
добрым или делать любезности другим людям. Мужчина должен быть внимательным и честным и точным. Он приводит к реальности такой, какая она есть. Караваджо был именно таким. Еще уникальная вещь в его творчестве – он был известен своим мастерским умением создавать реалистичные объемные изображения. Он использовал эффект 3D, то есть трехмерности, за счет очень и очень продуманной композиции, освещения и разработки деталей. Такие картины, они были чрезвычайно удивительными для его современников, и они оказали значительное влияние на развитие истории искусства, в целом искусства. Одна из таких картин, очень популярная, вы ее точно знаете, это «Ужин в Эмаусе». Когда смотришь на эту картину вживую, то 3D-эффект выражен намного четче. Экран, он не особо передает этот эффект, но чуть-чуть он все-таки заметен. Вживую смотришь на нее и складывается впечатление, что некоторые ее части и предметы, они выступают из картины, особенно если ее выставляют в специальном освещении. Очень важно, в каком месте такие картины вешают. Определенное освещение усиливает их трехмерный эффект. Особенно вот этот локоть, он очень выходит из пространства картины. И еще сильнее Караваджо подчеркнул 3D-эффект на вот этой корзинке с фруктами. Видите, она стоит на краю стола. Если смотреть на картину снизу вверх, то такое ощущение складывается, будто сейчас эта корзина с фруктами упадет прямо на нас. И вот именно эта идея положить что-то на край стола, и вот это что-то может упасть прямо сейчас, да, она началась с творчества Караваджо. Другим художникам в 17 веке, в эпохе барокко, это так сильно понравится, этот эффект так понравится, эта идея, что они начнут тоже в своих картинах на крае стола изображать какие-то предметы, которые вот-вот могут упасть. Эта мода пошла именно от Караваджо. Дальше, следующая важная картина – это Юдив и Олаферн. Все, что вы сейчас видите в этой картине, это все, абсолютно все является новаторством. Вот так никто раньше, до Караваджо, не изображал эту сцену. Да и другие подобные сцены тоже. У художников эпохи Ренессанса эта сцена никогда не несла в себе настолько агрессивных, громких нот. Вот эти сильные брызги крови, отрезание частей тела и прочих пугающих вещей никто из гениев Ренессанса не изображал вот так. У них было все чисто символически, чисто условно, а Караваджо показывает нам реализм, сам процесс, натуральность, то, как она может выглядеть в действительности. В отличие от картин современников, где персонажи выглядят идеализированными и героическими, Караваджо изображает персонажей наоборот с более реалистичными чертами лица, с более реалистичной реакцией. Да, это обычные люди, без всякого героизма. Это очень все детально. Посмотрите на их лица. Их лица, они неприятные, они имеют недостатки, что делает их более человечными. Это позволяет зрителю лучше сопереживать событиям на картине. До 17 века не изображали такую струю крови, крик и агонию умирающего человека. Мы видим в лице страх и ужас, боль, а в девушке мы видим решимость. И при этом мы видим ее внутренние конфликты. Это ведь девушка, она ведь не убийца. Она вынуждена это сделать, чтобы спасти свой народ. Она идет через себя. Эта картина очень и очень сильно
наполнена психологическими переживаниями, столько человеческой психологии и смешанных эмоций, которые появляются на лице девушки, никто до Караваджо не писал. Это очень и очень трудно, причем так, чтобы сохранился реализм всего происходящего. Поэтому эта картина стала источником вдохновения для многих художников, которые пытались изобразить что-то подобное. Но Караваджо был бы не Караваджо, если бы не имел в виду кое-что еще. Он очень обожал закладывать в свои картины двойной, тройной символизм. Помните, я в начале лекции говорил, что он сначала показывает нам один смысл, самый легко читаемый, да, самый явный, да, и затем вкладывает в него еще один малозаметный символизм, который должен перевернуть смысл сюжета. Когда будете смотреть его картины, то не забывайте это. Не забывайте эту потрясающую, я бы сказал, игру двойного символизма. Мы ведь сначала видим явный, да, очевидный смысл, но он бывает прикрывает собой другой символизм. Да, он специально делает что-то явное, я имею в виду Караваджо, делает специально что-то явное, чтобы скрыть самое главное, да, вот маленькое. Эта картина, она имеет еще один завуалированный смысл. Этот смысл понимают только единицы. Сюжет в этой картине, он еще и в взаимоотношениях мужчины и женщины. Мы ведь с вами понимаем, да, что настоящий мужчина, психологически здоровый мужчина, у которого есть большая цель в жизни, который идет к ней, добивается к ней и приближается к ней, он боится только одного. Он боится потерять голову от красоты и любви к женщине. Мы ведь с вами знаем, да, историю культуры, да и просто обычные жизненные истории, когда из-за одной женщины начинались войны, когда перспективные мужчины из-за любви к женщине теряли свою голову, теряли свой разум, из-за чего разрушались проекты, бизнесы, мечты, империи. Все из-за любви к одной женщине. Я думаю, вы все это знаете. Примеров этому приводить, думаю, не надо, да? И этот сюжет, он очень древний. Он повторяется и обыгрывается во всех видах искусства в разных эпохах. Он вечный. И Караваджо, он вложил эту идею в эту картину. Да, мы видим, как мужчина в буквальном смысле теряет голову. Недавно я создал новый канал «Психология для женщин». Смотрите лекции, смотрите рилсы в Инстаграме. Вы этим поднимете себе самооценку, научитесь любить себя и сразу научитесь вычислять любые попытки манипуляции от всяких там или мудачеллу. Закончить эту лекцию я хочу опять, напомнив вам о Уильяме Шекспире. Искусство Караваджо и драматургия Шекспира, они имеют огромное стремление к глубокому пониманию человеческой природы и передаче ее через искусство. Оба гения, они серьезно изучали сложность человеческих отношений. Караваджо изображал моменты интимности, эмоциональные потрясения и внутренние конфликты в человеке. Он это делал так же драматично, как и Шекспир. Мы с вами рассмотрели только несколько картин Караваджо, но думаю, вы уже поняли по ним, да, что вот эту его знаменитую chiaroscuro, контраст света и тени, это не просто какой-то там технический прием. Это также и язык символизма, с помощью которого художник передавал определенные смыслы. Другие художники начнут использовать этот
прием. Вот эта светотень в искусстве Караваджо и в драматургии Уильяма Шекспира, она нужна была не только для впечатления, да, не только для создания каких-то визуальных эффектов. Она нужна была им, потому что вносила глубокий символизм и смысл. Я прямо выделяю это красными буквами. Помимо этого, она подчеркивала драматичность, передавала глубокое напряжение сцены, а также помогала выразить эмоции и психологическое состояние персонажей, их личное переживание. Караваджо использовал сильные контрасты света и тени для создания объема и глубины внутри картины. Это помогало ему подчеркивать драматизм сцены и выделять важные ключевые моменты, ключевые важные детали. Он просто мастерски играл со светом и тенью. Уильям Шекспир в своей драматургии, он тоже постоянно использует вот эту игру света и тьмы. Он серьезно работал с концепцией света и тьмы в своих текстах. Он намеренно использовал образы, использовал мотивы света и тени, чтобы показать внутреннее состояние персонажей или подчеркнуть какие-то особо драматические моменты. Например, как вы знаете, да, Шекспир часто использовал ночные сцены, использовал часто метафоры света и тьмы. Ночь в пьесах Шекспира, она становится временем интриг, временем романтики, тайных сговоров и, разумеется, размышлений. Помните ночные сцены в «Ромео и Джульетте» или в сонетах «Летней ночи»? Он знал, что с помощью вот этих образов, с помощью контраста света и тьмы можно передать эмоции персонажей, дать читателям, ну или зрителям пьесы, почувствовать психологическое состояние, дать возможность еще больше углубиться в атмосферу произведения, почувствовать настроение персонажей. Художник, он использует для этого краски, да, символизм, а писатель, он использует для этого образы, метафоры. Уильям Шекспир и Караваджо, они просто великолепно знали человеческую психологию, поэтому они мастерски показывали характеры своих персонажей. В их творчестве персонажи оживают благодаря вот этому глубокому пониманию внутреннего мира человека. Это их и отличало от их современников. Никто так хорошо не понимал человека, как они. И читая их биографию, мы видим, насколько насыщена была их жизнь, полна приключений. Они внимательно наблюдали за людьми. Шекспир, Караваджо, они были многогранными личностями, которые умели видеть свет во тьме и тьму во свете. И это, пожалуй, на мой взгляд, самое главное, что их выделяет, и то, что позволило им создать такие сильные, мощные произведения, которые мы читаем и сейчас, и еще будем читать тысячи лет. Поэтому персонажи в их произведениях, они просто потрясающие, аутентичные, потрясающие, драматичные и реалистичные. Оба гения, они были созерцателями жизни и человека. Их способность понимать и анализировать человеческую натуру позволила им создать шедевры, которые до сих пор вызывают немалый интерес у людей и которые повлияли на историю искусства на целый век. О Караваджо часто говорят, что он был таким, знаете, демоническим. Но знаете, бывает, даже говорят, что самые великие цинники – это самые великие романтики. И мы видим в картинах, в работах Караваджо, что он был далеко не
не демонической натурой. Он был намного интересной личностью, с которым есть о чем поговорить. Вы никогда не задумывались, что Караваджо и его искусство, которое постоянно вызывает скандал, да? Каждая его картина вызывает скандал, потому что он берет в модели всяких там алкоголиков, бомжей и женщин древней профессии, да, что оскорбляло верующих людей. Но несмотря на это, церковь почему-то продолжала давать ему заказы. Потому что у него были покровители, которые понимали, что эту личность нужно поддерживать, что что-то в этой личности, что-то такое есть, что может поменять, полностью изменить взгляд людей на многие вещи. И его покровители в этом не ошиблись, потому что Караваджо повлиял на целую эпоху. Один человек запустил мышление творческих людей, вдохновил их, сказал: смотрите, ведь можно все делать по-другому, все можно делать совершенно иначе, можно думать даже по-другому, рисовать по-другому, не нужно бояться экспериментировать, не нужно бояться проявлять себя так, как вы хотите, не нужно делать то, что вам говорят другие люди, не нужно делать то, что вам говорит какая-то традиция, не нужно делать то, что вам говорит общество. И художники прислушались, увидели и сказали: да, точно. И побежали делать новое искусство, которое называется барокко. А знаете почему? Почему именно Караваджо стал вот этим импульсом? Немецкий философ Ницше считал, что люди делятся на два типа. Те, кто следует своим желаниям, и те, кто следует чужим желаниям. Те, кто играет, и те, кем играют. Первых, разумеется, меньшинство. Они самые сильные. Они никому не позволяют управлять собой и своим мышлением. Вторая группа людей – это слабые существа, это большинство, это паства, овечки, да, которым нужен пастух. Это плебеи и холопы. Ими управляют все – политики, священники, идеология, реклама и так далее. В социологии есть много экспериментов, которые подтверждают это. Если, например, взять группу из 20 человек, и 19 человек будут говорить, что, например, вот эта карта черная, а не красная, то последний человек, да, 20-й, над которым проводится эксперимент, он тоже скажет, что эта карта черная. И со временем он даже в это поверит. Увы, это факт. Большинство людей, они очень слабые перед давлением общества, перед его оценкой и мнением. Они будут думать и делать так, как скажет большинство. К сожалению или к счастью, кто его знает. Но есть сильные личности, которые имеют смелость сказать «нет» большинству и тем самым начать менять систему, менять ход истории. Караваджо был именно такой сильной личностью. А слабые люди, ну вы же знаете, да, они всегда ненавидят более сильных людей, более умных, более красивее, более успешных, более талантливых, да. Чернь, она всегда будет ненавидеть тех, кто лучше, тех, кто двигает цивилизацию к развитию, тех, кто слушает самого себя, а не их. Да, потому что вы же знаете, как вот эта чернь не любит людей, которые выделяются из толпы. По-другому оделся, и все, оно на тебя уже смотрит. Вы знаете, Караваджо, он был свободомыслящим игроком и никому не позволял управлять собой или влиять на видение своих проектов. В начале этой лекции я сказал вам, что внутри каждого из нас есть свой Караваджо, но мы или общество, или близкие нам люди часто влияют на нас, и мы закрываем его в своей внутренней темнице. Разве не пришло время выпустить на свободу своего внутреннего Караваджо?
Вы ведь знаете, что люди с каждым годом своей жизни, они перестают быть в контакте со своей мечтой. Различные социальные матрицы, конструкции, да, социальные, типа там работы, быта, семьи, и даже наши психологические комплексы, травмы, это все забирает время и возможности для приключений, для смелости, для экспериментов в жизни и в творчестве, в различных проектах. Если мы возьмем биографию любой успешной личности, то в каждой мы найдем только один совет. Наплюйте на мнение окружающих людей, на мнение социума, на стандарты социума. Играйте только свою пьесу и идите за своей мечтой. Как бы трудно не было, потому что мечта, она стоит того, чтобы мы за ней шли. Потому что когда мы начинаем идти за своей мечтой, то мы меняемся внутренне. Это всегда духовное преображение.